Еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. Продолжается 24 февраля, первый день, я считаю, проведения антитеррористической операции на территории Украины. Почему я так считаю и почему это очень точное название, я скажу чуть позже, не в этом ролике, а несколько позднее. Так вот, буду теперь называть время 8:43, когда я начинаю запись по московскому времени, что известно на сегодняшний час. Во-первых, то, что самое важное, это наносятся очень интересные удары на Волыни. То есть очень похоже, что из района Бреста также будет заход колонны. А значит, никакой сдачи в Волыни, той же самой Польши, речи не идет. Киев в панике стоит в пробках, город заблокирован. Железнодорожное сообщение тоже заблокировано. В целом составы отменяются, люди пытаются выехать на автомобилях. Сумская область, основная колонна российских войск заходит по югу области. Знакомые пишут из Великой Писаревки, там уже стоят русские танки. Как они называют. То есть один из основных ударов наносится на границах Сумской и Харьковской области с направлением на Днепр. Также все передовые заслоны на Харьковском направлении, они уже прорваны, причем КПП Гоптовка перешел на сторону Российской Федерации. И пошли видеосообщения о том, что в районе Харькова сбрасываются тактические десанты. И вообще, судя по тем сообщениям, тем видео, которые сегодня приходят из Украины, российская авиация в небе Украины работает без проблем, никто не пытается даже ее сбить. Судя по всему, система ПВО полностью выведена из строя. Причем все взлетно-посадочные полосы в районе Киева перегорожены техникой, потому что Киев очень боится российских воздушно-десантных войск, которые могут уже в первые сутки, как предполагалось, захватить столицу Украины. Почему я считаю, что государственное управление потеряно? Потому что клоун рано-рано утром выступил с очередным объявлением, который по недоразумению считает себя еще президентом Украины. И он записывал его на смартфон, причем те данные, которые он там предъявлял, это все слухи. То есть у него очевидно уже нет информации, которая должна поступать в главе государства. То есть он потерял контроль управления над ситуацией. То есть контроль над государственными органами уже утерян. Причем российская команда заявляет, что никаких ударов по городам Украины не будет. Будет уничтожаться только военная инфраструктура. И повторяют, будут наказаны все преступники. Вот преступникам нужно бежать. Бежать без оглядки. Либо их ждет трибунал. Неотвратимый трибунал за все те преступления, которые они совершали на территории Украины в последние годы. И тоже очень интересное сообщение пришло из российских источников. Информационщики российские сообщают о том, что уже в ближайшие дни Украина вступит и в союзное государство, и в ОДКБ. Каким образом планируется легитимизация власти, я думаю, схема будет выглядеть следующей. Все, что было после 2014 года, будет объявлено незаконным, то есть как следствие государственного переворота. Последняя Верховная Рада, которая была законной, она была избрана, по-моему, в 2012 году. И последний легитимный президент, мне что-то кажется, очень скоро появится и сделает свое заявление. То есть преемственность власти будет сохранена. То есть ни о каком вхождении Украины в состав Российской Федерации, как я говорил, речи не идет. Будет новая Украина, причем она уже в ближайшие дни войдет в состав ОДКБ и в союзное государство. С чем я своих земляков и поздравляю. Но вернемся к ситуации на фронтах. Ударная группировка ЛНР прорвала фронт в районе Счастья, движется на север, рассекая группировку украинских вооруженных сил на две части. Навстречу ей с севера идет российская колонна. То есть, как я предполагал, сегодня-завтра все части, которые стоят против ЛНР, будут в окружении. Также большая колонна движется через Великую Писаревку, Ахтырку и далее на юг по направлению к Днепропетровску, отрезая остальным частям ВСУ движение на север. Я так понимаю, к вечеру уже будет взят Харьков, а возможно уже даже днем. И можно ожидать, с учетом того, что происходит сегодня на Волыни, захождения войск со стороны Бреста, чтобы не дать возможности странам НАТО зайти на территорию западной части страны. И сразу, пользуясь случаем, хочу сказать, все провокаторы, особенно те, которые сегодня сидят в Москве и ждут, что они вернутся во власть в Украину, которые призывают сегодня выходить жителей Харькова на митинги, не поддавайтесь на эти провокации. Им наплевать на то, что будет с вами. Им важно показать картинку и потом на этой картинке войти во власть. Никаких митингов, никаких выходов сегодня не надо ничего делать. Это провокации, не поддавайтесь на них. На юге ДНР проходит операция по освобождению Мариуполя, и я думаю, что уже к середине дня либо к концу город будет под контролем ДНР. И далее наступление будет двигаться в направлении Крыма, а из Крыма ей навстречу будет идти группировка 22-го армейского корпуса Российской Федерации. И я так понимаю, вторые-третьи сутки будет выход этих группировок. Встреча в районе Запорожья, Днепропетровска. А тем временем российские войска с территории Брянской области и, скорее всего, с Гомельской области будут пытаться взять Киев. И на этом первая часть занятия территории Украины будет окончена. Я очень надеюсь, что к этому моменту будет закончено почти все. Потому что очевидно, что вся эта бандеровская шушера, которая вчера себя считала хозяином страны, она усиленно из нее бежит и сегодня не только думает, где остановиться, во Львове, либо бежать сразу в Польшу.
Я им советую, бегите сразу в Польшу. Либо вас ждет неминуемое правосудие украинского народа, о котором я вас предупреждал, начиная с 2014 года. Но вы в это не верили. А зря. На этом пока все. До свидания. Слежу ситуацией. Буду по мере необходимости выходить с новыми информационными выпусками. До свидания.